Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня я расскажу вам о планах разработчиков относительно новой зимней карты, о том, что будет с выбором карт 22 июня, о ивенте, который ждет нас в ближайшие выходные, и о блокировке трейда. Погнали! Начнем с зимней карты. На второй части конференции E3 Брэндон Грин со своей командой дали небольшое интервью по поводу ближайших разработок. В основном все вопросы и вся информация была относительно карты Sanhok, которая должна выйти уже через неделю, 22 июня, и на которую сейчас брошены все силы разработчиков. Однако один очень важный момент насчет зимней карты Брэндон Грин все-таки озвучил. Он сказал, что они хотят сделать карту по размерам меньше, чем Эрангель и Мирамар, так как разработка такой большой карты занимает очень много времени, и соответственно в процессе возникает много подводных камней и косяков, на устранение которых требуется также немало времени. Напомню, что они имеют размер 8 на 8 километров. Логично предположить, что разработчики хотят сделать карту 4 на 4, такую же как новый Sanhok, но Брэндон Грин опроверг и эту идею. По словам креативного директора PUBG Corporation, на данный момент планируется сделать что-то среднее, то есть ориентировочно карту 6 на 6, что вроде как и не будет повторять мясной геймплей карты Sanhok и потребует чуть меньше времени, чем разработка большой карты. К тому же разработчикам хотелось бы сделать карту так, как показано в трейлере, а именно чтобы на снегу оставались следы игроков. Но это очень сложно и потребует плотной работы над оптимизацией, поэтому пока что обещать этого нам не стали. В общем, ждем карту к зиме, а пока что у нас на носу более серьезные изменения касательно выбора карт. Когда-то давно, когда его только вводили, разработчики предупреждали, что функция тестируется и может быть изменена в будущем. Причиной изменений, как вы уже могли догадаться, послужит добавление третьей карты. По мнению разработчиков, оставить все три карты в выборе просто нельзя, так как из-за этого могут начаться огромные очереди в ожидании игры. Поэтому было принято решение переделать выбор карт следующим образом. Теперь карты будут делиться на группы, и перед матчем можно будет выбрать одну или обе. В первую группу будут входить Эрангель и Мирамар, а во вторую один Sanhok. Так как это новая карта и многие захотят играть только на ней, она будет отдельно. Как это будет выглядеть в лобби, вы можете видеть на приведенном скриншоте. А вот ненавистникам Мирамара я искренне сочувствую, так как теперь вам придется играть либо на новой карте, либо постоянно ливать с пустыни, чтобы попасть на Эрангель. Но это еще не все сюрпризы касательно грядущего обновления. Разработчики сказали, что рейтинг при игре на карте Sanhok учитываться не будет. Нет, матчи, конечно, попадут в статистику, но в рейтинговых очках никак не отразятся, так что можно это назвать своего рода тренировочной площадкой. И вот парочка визуальных улучшений, которые будут ждать нас с релизом. В остальном вроде как все должно остаться без изменений, по крайней мере что касается карты. Теперь по поводу ивента на выходные. Разработчики не успевают придумать и сделать ничего нового, поэтому просто включат ивент прошлых выходных. Кто забыл, там были только коряки с прицелами 4Х, сквады по 10 человек и дождь. Начнется он в пятницу 15 июня в 5 часов утра по Москве, а закончится в понедельник 18 числа также в 5 утра. И последняя на сегодня новость – бан трейда. Разработчики пришли к мнению, что его надо оставить, обосновывая это тем, что в игре стало меньше читеров и ботоводов, так как у них пропал стимул фармить монеты и продавать игровые вещи на сторонних сайтах. Они, конечно, пообещали еще раз поднять вопрос в будущем и принять окончательное решение, но на данный момент ситуацию менять не собираются, так что, как ни крути, придется терпеть. Ну, хотя бы продажу авиатор кейса и шмоток из него добавили в игру, и то спасибо. А на сегодня это все. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки и пишите в комментариях свои отзывы про грядущее обновление. Думаю, вам есть что сказать. Желаю каждому досмотревшему до этого момента удачи. Пока-пока.